Привет всем, ребята, с вами Сан Саныч. И вот затянул я с 20-м выпуском большого ремонта, то есть конкретное заключение. Все, в серии больше по этой части не будет. В этой серии что я хотел подвести? Начать с того, что все, машина полностью у нас технически исправна, можно ездить по дорогам общего пользования, потому что сейчас вот я прошел только что техосмотр. Техосмотр я решил пройти, надоело мне ездить и, грубо говоря, как бы бояться, что меня остановят, лишние деньги эти платить за штрафы, по рации ездить по ЗЛО. Вот, теперь будем ездить так. Подведем итоги. Итоги такие у нас. Что было по машине сделано? Пороги переварены, точнее усилены уголком. Ну, это все, кто смотрел видео, видно. Одно крыло покрашено нормальное, которое мне Валера дал. Второе крыло, которое, как я говорил, дробью прострелено, оно, в общем, отреставрировано, заколхожено, короче, сделано. Попозже покажу, постараюсь, как сейчас машина будет выглядеть. По салону печка перебрана полностью, помыта. Так, заслонки там 2 штучки восстановлены. Торпеда заклеена. Теперь вот она не шатается. Так, центральный туннель сделан. В общем, сейчас, в принципе, покажу, как по салону. Центральный туннель сделан, теперь тоже не болтается. Вот эта часть покрашена, я показывал. Торпеда, опять же, не болтается. Печка дует. Музыка установлена. Усилитель пока я обратно поставил под водительское сиденье. Потом будем его переносить, скорее всего, в багажник. С бардачком тут еще немножко надо его петли вот эти сделать. Как бы, ну все, это вроде бы как сделано. Осталось только динамики еще в дверях поменять. Сзади тут все, в принципе, без изменений. Все как было, так и осталось. Там кое-какие мелочевки по салону остались. Ну, по салону все, в принципе, сделано. В общем, отъезжаем мы сейчас от этой техосмотра этого. В общем, что еще? Так, по кузову еще сделано задние арки. Одна арка переварена. Другая арка зашпаклевана и покрашена. Задние, я имею в виду. Так, что еще? С дверью только осталось мне там доделать. Ну, дверь там будем шпаклевать чуть попозже. Техосмотр я с ней прошел. Что еще нам остается? В принципе, все остальное работает. По техосмотру тормозилки все тормозят. Ручник держит. Я вчера ездил, подтягивал его. ПЦО CH все в норме, то есть в допуске. Свет ничего не сказали. Один по техосмотру нюанс был. На передних крыльях, что маленькие эти, получается, молдинги стоят, я их не ставил, потому что как бы там один молдинг надо немножко подшаманить, и крепеж там немножко переделать. Клипсы уже старые, я бы их потерял, если с ними ездил. Так мне пришлось ехать в гараж, взять эти молдинги, приехать обратно. Я их просто так, ну, накинул, чтобы они были, вот, чтобы не доколупались. Я даже не мог подумать, что до этих молдингов доколупаются. Где, говорит, молдинги? Блин, я говорю, ну, смысл мне их ставить сейчас, ну, как бы, я их, ну, могу потерять, там надо немножко доделывать. Это надо, чтобы были молдинги, все. Ну, хорошо, мужики нормальные, не стали, чтобы я платил повторное за внешний вид. Просто сказали, съезди быстренько, поставь их и вернись обратно. Ну, так и было сделано. Короче, техосмотр мне обошелся 151 рубль белорусских. Госпошлина за допуск дорог, ну, разрешение к движению по дорогам общего пользования. 7,50 наклейка.
который я вообще не знаю, блин. И 21 рубль сам техосмотр, то, что я заехал на ролики эти гребаные, блин. Вот так. Ну все, теперь мы ездим. На этом мы серию 20-ю эту закончим. Сейчас я вам покажу, как машина выглядит. И все, и будем дальше, будут серии. Ну, какой-то, не знаю, будет еще какая-нибудь часть серии именно такая по одной тематике или не будет. Дальше нам предстоит еще замена сцепления. Я сейчас не стал это делать, весной буду делать. Ну и так, по мелочи, все равно будет машина требовать внимания и тому подобное. Еще, что хочу сказать. Машинка вчера начала капризничать. Слетел трос замка капота. Капот еле открыл. Потом, получается, в гараж приехал, открывать не хотелся. Еле открыл потом. Короче, ну сегодня, благо, все нормально. Машина не подводила. Все, ребята, в общем, сейчас покажу я вам, как машина выглядит. И ждите новых видео. Когда они будут, я не буду обещать. Ну, скоро будут. Все, всем пока, всем до новых встреч.